Здравствуйте, девочки. Я решила все-таки еще раз здесь более подробно пройтись и рассказать о теме, как я бросила есть сахар, то есть полная отмена употребления его в чистом виде. Как я это сделала легко для себя однажды. Значит, я уже где-то полгода, я абсолютно в чистом виде сахар не употребляю, нигде не использую. Значит, что я сделала, чтобы этого избежать? Я люблю утром попить кофеек с молочком и с сахаром. И никак не могла отказаться от этого. Я знала о вреде сахара, но как я вот себе откажу в чашечке кофе с сахаром? Я только подумаю об этом и сразу, не-не-не, я не буду, я потом там как-нибудь. И мне утром всегда хочется что-то сладкое. Мне хочется или булочку, или кофе с сахаром, там, с сырком, ну, в общем, или сладкую кашу, или мюсли, ну что-то, чтобы было сладость утром. Потом в течение дня я практически не ем ничего такого. Но, что я заметила, значит, в один прекрасный день я все-таки решила избавиться от кое-каких проблем со здоровьем, ну, во всяком случае, начать избавляться. Сразу, может быть, это бы и не произошло, но в начале сентября, где-то 2 числа, я вдруг решила, что я не буду больше класть сахар в кофе и вообще его куда-либо использовать. Значит, у меня мигрени, у меня повышенное давление, лишний вес тоже был. Не так, чтобы прям зверски мне надо было снимать, убирать его, но он был. И это тоже было немаловажно, как бы причиной начать это все. И я решила просто этого не делать. Что я сделала первым делом? Я убрала со стола сахар, чтобы его вообще не видеть. И попробовала сразу заменить, я очень люблю мед, заменить все эти варенья, нутеллы, что там еще у нас утром, всякие ореховые пасты, заменить на мед. Мед у меня идет очень хорошо, я его люблю. Я его могу добавить, я ем по утрам чиа семена с молоком, я туда добавляю чуть-чуть меда, так что они получаются сладкие, в принципе, и мне приятно их есть. Если мне не сладко, где-то мюсли или каша, я туда тоже добавляю мед, и мне это помогает. Еще добавляю семечки, они как-то убирают чувство голода, чувство такой тяги к сладкому. И что я советую? Первое время я еще пила сок, чтобы, ну, как бы не так мне было тяжело со сладким расставаться. Я, значит, пила яблочный сок, пила как он называется, апельсиновые, они такие довольно сладкие, но потом оказалось, что там очень много сахара, и я прекратила это делать. И, значит, так как я такой кофеман по жизни, я мало пью чая, я вообще не люблю черный чай, но я люблю травяной. Я решила, значит, поставила даже себе заставки на компьютер с чаем, чтобы они мне напоминали о чае и вообще, что надо попить немножечко побольше. Вот, купила себе даже вот такую кружку специально для чая. Это вот мятный чай, который стоит у меня на столе. Хочешь, не хочешь, я его отхлебываю и пью, что тоже убирает эту тягу к сладкому. Ты вроде как хочешь что-то поесть, и начинаешь там, прошел мимо, взял конфетку, или ребенок ест что-то, допустим, сладкое, ой, мама, булочку откуси, мама с удовольствием откусила, и, в общем, вот так вот раз, и незаметненько мы это все съедаем. А сахар, он вызывает привыкание. То есть, если ты съел кусочек, одну конфету, через некоторое время тебе еще хочется, там еще хочется. И вообще, зачем это делать? Он вообще вредный, этот сахар, он очень плохо влияет на иммунную систему, он влияет плохо на кожу. Вот у кого проблемы с кожей, знаете, что это сахар виноват. Потом, значит, он на желудок плохо влияет, вот эти все процессы гниения, лишний вес дает. Это абсолютно бесполезный источник калорий, который нам, ну, совершенно он не нужен. И потом он замедляет все эти процессы омоложения, способствует старению. И, в общем, короче говоря, даже он влияет на зрение. И, в общем, на все влияет плохо. Вот куда ни сунься, сахар влияет плохо. Если мы, например, на работе переутомились, ага, нам хочется, там, глюкозы не хватает, как мне очень часто говорят, не хватает глюкозы, срочно съешь что-то сладкое. Мне часто так говорили, и даже врачи так говорят.
съешьте сладенькое, значит, и придете в себя. Так я хочу сказать, что так как сахар к привыканию, значит, склонен человека, значит, как это, сподвигнуть на то, чтобы еще что-нибудь съесть, одной конфеткой вы не отделаетесь, правильно? И будете есть еще. И обычно съешь на работе, съев какой-нибудь кусочек торта или пироженку, вам так хорошо, вы так всплеск энергии, вы начинаете работать, минут через где-то 15-20, все, этот эффект проходит, и человек становится вялый, грустный, сонливый, раздражительный, и упадок полной силы, и вы не высыпаетесь. И, кстати, храп и невысыпание тоже оттуда, это из той же категории. В общем, короче говоря, сахар, вот что ни говори, сплошной вред. Вот не знаю, что в нем полезного, непонятно. Может быть, скраб с него можно сделать, а так толку от него никакого. В смысле, если ты его принимаешь внутрь. Так вот, что надо сделать, если вы решите, значит, сахар не все-таки прекратить его употреблять вообще в пищу. Вы его, конечно, полностью не прекратите, потому что он везде содержится. Если вдруг вам захочется хлопья там или еще что-то, то практически он везде немного его присутствует. Но то, что вы его не будете сами куда-то добавлять, или есть то, что где он явно в большом количестве присутствует, это уже сделает очень большое дело. Я вам точно говорю, потому что на себе проверено. Так вот, если вы не хотите, значит, уже его, хотите избавиться от этой привычки сахарной, запаситесь сухофруктами. Такими, ну, не совсем сухофруктами, а такими вялеными, вкусными финиками. Финики – это вообще кладезь. Кладезь витаминов, во-первых. Во-вторых, он низкокалорийный. В-третьих, финики, вообще один финик в день вообще полностью очищает организм. И, значит, он утоляет чувство голода. От него клетки омоложаются. Он предотвращает старение. И вообще ужасно полезный продукт. Если у вас есть финик, обязательно покупайте и вводите его в свой рацион. Потом можете, значит, взять очень вкусно и полезно инжир, сливы, например, сушеные курага, что там у нас еще, изюм. Орешки не забудьте, потому что орешки, они как бы дополняют вот это все. Вообще в Германии есть, ну, кто живет в Германии, те знают, и продаются в магазинах, называются такие пакетики, значит, еда для студента. Там прям собраны разного сорта орехи, и туда добавлены сушеные кокос, сушеный банан, по-моему, там изюм и этот, как его, какие-то ягоды, вот это брусника, еще что-то там, в общем, добавлено. И очень-очень хорошая такая смесь, дыня, по-моему, там добавлена. И вот как раз это и для организма хорошо, и мозги будут работать. То есть не от шоколада, а от сладкого мозги работать будут. Хотя черный шоколад, он полезный, который такой горький. Он полезен, он действительно вызывает гормоны счастья и радости и так далее. То есть не вот этот молочный весь напичканный сахаром. Вот. И, значит, контролируйте, вот это вот вы ешьте обязательно. Потом, знаете, есть такие пакеты, там одни сухофрукты. То есть тоже их можно, конечно, использовать, из них компот можно делать, но не добавляйте туда сахар. Потом, значит, что? Пейте вот эти вот чаи на травяные, без всяких добавок, там липу, можете какие-то заварить, ромашку и так далее. Они способствуют снижению веса, вы будете очень хорошо очищать организм. Потом советую вам, значит, тот же коктейль, который у меня есть на сайте, который на ночь надо пить, он тоже витаминизирует организм, омолаживает и приводит к снижению веса. И, значит, вот таким образом, что мы едим мед, мы едим сухофрукты сладкие, то есть этого более чем достаточно. Захотели вы что-то сладкое, съели какой-нибудь инжир или курагу. А еще есть такой, значит, коктейлик, я вам могу рассказать, который прекрасно утоляет и голод, и чувство, такое потребность в сладком. Только не пейте его на ночь. Его надо пить или утром, или как перекус между делом, но не на ночь, не, потому что он калорийный. Значит, молочко, ну там смотрите сами, сколько вы берете. Ну, делайте как бы стакан молока, например, да.
один финик, естественно, без косточки туда закидываете, и там пол банана. Ну, например, если вам один стакан нужен, то этого более чем достаточно. Можете вместо финика туда кинуть инжир, что тоже очень вкусно. Не кидайте только сливы и курагу, иначе из туалета не вылезете. Вот эти вот все дела. И я, значит, перешла вот так вот плавно. Мне было абсолютно несложно это делать. Потом я включила контроль над конфетками вот этими. Вот вечером, когда хочется что-то кушать, что-то ты работаешь, и тебе хочется, ты раз какое-нибудь печенье или какую-нибудь вафельку вкусную, сладкую, или конфету шоколадную, что-то такое, раз в рот, одну, вторую, и уже хочется еще и еще. В общем, я взяла это под контроль, и на первое время я прекратила вообще прикасаться к каким-либо конфетам или шоколаду. Вообще никаких. Ни там желейных, никаких, ни шоколадных, ни карамельки, ни зефирки, ничего, ничего. Вообще исключите полностью это. Чай с медом. Чай с медом. Если не с медом, значит, ешьте его с этими, с финиками теми же самыми, с инжиром, сухофруктами. Более чем достаточно. Особенно с изюмом. Вообще прекрасный этот чай. Ну, выберите себе то, что некоторые не едят изюм. Выберите то, что вам хорошо. Я, например, даже не исключала. Я нашла такой арахис в сахаре. И я несколько вот этих орешков кидала вот в эту чашечку, которая у меня предназначена на целый день. То есть вы поняли, да, в день поняли, что в день надо употреблять где-то вот такую вот ладонь, ну надо, можно употреблять полную ладонь вот этих вот смеси орешков и сухофруктов, либо просто сухофруктов, если вам орешки не нужны. Но я вам советую, потому что в орехах есть масла всякие, и это полезно для кожи, чтобы она не старела, ничего. В общем, вот так вот. И таким образом как-то переживается все это очень легко, практически вообще я незаметно перешла. Зато заметно было то, что через месяц я влезла во всю одежду, которая у меня висела как бы на случай слегка похудения, потому что я знаю, что я в одном размере, только чуть-чуть туже, либо свободнее, вот так вот одежда на мне сидит. И я спокойно влезла в те вещи, которые мне были туговаты. Поэтому, если вы будете все время придерживаться такой диеты, то вы можете время от времени позволять себе булочку, там еще что-то, там 2 раза в неделю. Ничего страшного, организм не будет на это реагировать вообще. Только не ешьте каждый день это. Хорошо? И тогда вы будете и худеть, и в то же время вам будет абсолютно легко это сделать. Я на праздники, например, не ограничиваю себя. То есть, если я хочу там съесть торт, я его ем. Специально я не, ага, у меня там день рождения, сейчас я наемся там, или праздники, так мне все можно, и там начинаешь есть все подряд. Нет, конечно. В меру контролируйте себя, ну, можно и торт, и желе, и все десерты, без всяких проблем. Организм уже не будет на это реагировать. Ну, я вот посидела, например, с сентября по Новый год, и на Новый год я вот ела, как вам сказать, мы отмечаем здесь Рождество 24 на 25, потом был Новый год, потом было наше русское Рождество, потом, значит, Старый Новый год. И сейчас еще 25-го будет китайский Новый год, кто хочет, начнет отмечать. Ну, в общем, короче, есть что отмечать. Поэтому, значит, смотрите, если вы даже наотмечались и немножко набрали, просто обратно переходите на вот такой вот режим, и все у вас будет хорошо. Ну, все, девочки, я, по-моему, все рассказала. Значит, подписывайтесь на канал. Оставляйте лайки и комментарии, чтобы я знала, что тема интересная. Я на своем опыте то, что знаю, я все вам расскажу и покажу. И в следующий раз, возможно, покажу еще одну очень-очень хорошую смягчающую маску, просто шикарную. Ее я знаю давно, поэтому без всяких пробных вариаций вам расскажу про нее и покажу. Ну все, девочки, пока. До новых встреч. Всех целую, всех и каждого. Обнимаю. Да, оставайтесь со мной. Все, пока.